Давайте-ка свяжем это милое недоразумение. Прихватка не прихватка, салфетка не салфетка. Для прихватки у нее слишком много дырочек, а к разряду салфеток сложно отнести, так как готовое изделие является двойным. Вероятно, можно использовать как подставку под горячее. Или просто украсить кухню таким сюрным моментом, а может и не кухню. По опыту знаю, что выполняется клубничка легко и быстро, можно сказать, за один присест. А размеренный повторяющийся подсчет при вязании успокаивает и приводит в равновесие нервную систему. Предлагаю помедитировать. Итак, начало вязания – петелька, за которую изделие можно подвесить. Основным критерием при выборе пряжи, конечно же, является яркость расцветки. Мы выполним наш проект пряжей Кроха. Один моточек весом 50 грамм содержит 135 метров нити. Если учесть, что нитью средней толщины считается та, что содержится в 100 граммах при длине 200-250 метров, то наша чуть тоньше. Для верхней части клубнички сгодился остаток пряжи зеленого цвета из старых запасов, неизвестного происхождения, но подходящий по толщине. Возьмем крючок, удобный для вязания, в нашем случае толщиной 2,5 мм. Вязать будем в круговую по такой схеме. Здесь изображена ее половина, но зато крупно. На этой схеме показана панорама в развернутом виде. Для меня приоритетным является безотрывное вязание, поэтому петельку-держатель мы выполним в подготовительном ряду. Начнем работу в плоскости. Постепенно, ряд за рядом, заготовочка будет закругляться, собираясь в мешочек. Если объяснение вам кажется слишком динамичным, изменить скорость видео можно в функции настройки, расположенной в правом нижнем углу видео. Не хочу никого обидеть, но практика показывает, что не все об этом знают. Там же, активировав субтитры, можно прочесть текст. Начнем работу нитью зеленого цвета с петельки номер 1, образованной цепочкой из 8 воздушных петель. В каждом мастер-классе по вязанию крючком я предлагаю мастерицам выполнить первую петлю привычным для них способом. Или, поместив нить на указательном пальце левой руки кончиком вниз, заведем под нее крючок. Движением крючка вправо сделаем один полный оборот, образуя петельку. Снова заведем крючок под рабочую нить и, захватив ее, выведем в образованную петлю. Получилась первая петелька. Забирая рабочую нить с указательного пальца левой руки и вытягивая в новую петлю, вывяжем 8 воздушных петель. Объединим начало и конец соединительной петлей. Получился кружок, обозначенный на схеме цифрой 1. Затем вывяжем цепочку из 16 воздушных петель и также замкнем в кольцо вместо соединения. Это заготовка для петельки держателя. Развернувшись, обвяжем ее столбиками без накида. Так как цепочку будем обвязывать с обратной стороны, эстетичнее она будет выглядеть, если крючок заводить в нижнюю часть каждой петельки. Сделаем это так. Заводим крючок в первую петлю цепочки, вытягиваем нить. На крючке 2 петли. Провязываем их вместе за один прием. Получился столбик без накида. Петля, 2 вместе, второй, третий, 4, 5 и так дальше, все 16. Прикрепимся с противоположной стороны, повернув маленькую петлю. На схеме петля-держатель выражена скобочкой. С двух сторон от нее расположены 2 кольца, сформированные цепочками из 8 воздушных петель. Петельку номер 1 мы вывязали. Выполним петлю номер 2. Вывяжем цепочку из 8 воздушных петель. Зафиксируем ее соединительной петлей симметрично первой. У нас получилась такая конструкция. Большая вертикальная петля, обвязанная столбиками без накида, и 2 горизонтальные петельки-колечки, образованные цепочками из 8 воздушных петель, расположенные под ней в виде бантика. После обвязки петелька-держатель приобрела законченный вид. Больше в работе она участвовать не будет. Выполняя первый ряд, обвяжем по очереди боковые петли. Согласно схеме, вывяжем 4 воздушные петли для перехода на следующий ряд и 2 столбика с 2 накидами. Вязать будем по кругу в одном направлении. Кончик нити, оставшийся от набора начальной цепочки, постепенно ввязываем в работу. 1,
2, 3, 4 воздушные петли. Делаем двойной накид движением от себя, наматывая нить на крючок. 1, 2. Заводим его под цепочку и, забирая рабочую нить, вытянем петельку. На крючке условно 4 петли. Провяжем их за 3 приема по 2 вместе. 2 вместе 1, 2 вместе 2, 2 вместе 3. Получился столбик с 2 накидами. 1, 2 накида от себя, петля из середины кольца, провязываем за 3 приема. 2 вместе 1, 2 вместе 2, 2 вместе 3. Мы вывязали цепочку из 4 воздушных петель и 2 столбика с 2 накидами. Цепочка играет роль первого столбика мотива. По схеме в первом ряду дальше идут 3 воздушные петли и 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3 воздушные, 2 накида, петелька, провязываем за 3 приема столбик с 2 накидами, устанавливая его в середину того же колечка. 2 вместе 1, 2 вместе 2, 2 вместе 3. 2 накида, петелька, вывязываем второй столбик с 2 накидами в то же место. 2 вместе 1, 2 вместе 2, 2 вместе 3. И завершая фрагмент, выполним третий такой же столбик. Продолжая первый ряд, вывяжем цепочку из 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 12. Следуя схеме, перейдем визуально на другую сторону и закончим обвязывать первую боковую петлю номер 1. Финальный фрагмент будет зеркальным отображением начального. Мы должны провязать 3 столбика с 2 накидами, 3 воздушные петли и еще 3 столбика с 2 накидами тоже в центр боковой петли, прямо под цепочку. Делаем 2 накида от себя, провязываем 3 столбика с 2 накидами. 2 вместе 1, 2, 3, первый столбик, 2 накида, петелька, 1, 2, 3, второй, 1, 2, 3, третий. Затем 1, 2, 3 воздушные и еще 3 столбика с 2 накидами, завершая обвязку. 1, 2, 3, первый. 1, 2, 3, второй, 1, 2, 3, третий. Получилось вот так. Мы обвязали петельку, обозначенную на схеме под номером 1. Продолжим, переходя на другую сторону относительно петельки держателя, первый ряд. Помещая крючок под цепочку, в середину колечка номер 2 вывяжем 3 столбика с 2 накидами, цепочку из 3 воздушных петель и еще 3 столбика с 2 накидами. Двойной накид, петля, 2 вместе 1, 2 вместе 2, 2 вместе 3. Первый столбик из 3. Двойной накид, 1, 2, 3, второй столбик. Двойной накид, 1, 2, 3, третий столбик. Затем 1, 2, 3 воздушные. Первый столбик с 2 накидами, 1, 2, 3. Второй столбик с 2 накидами, 1, 2, 3. Третий столбик с 2 накидами, 1, 2, 3. Цепочка из 12 воздушных петель, 3 столбика с 2 накидами, 3 воздушные петли и 3 столбика с 2 накидами. Провязываем вторую половину первого ряда, идентичную первой, в колечко номер 2. 1, 2, 3, 12. Первый столбик с 2 накидами, 1, 2, 3. Второй столбик с 2 накидами, 1, 2,
3. Третий столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. 1, 2, 3 воздушные петли. Двойной накид и 3 столбика с 2 накидами. Первый, второй, третий. Мы провязали первый ряд. Вот что у нас получилось. Вертикальная петелька-держатель больше участия в вязании не принимает, все действия производим под ней. В левом нижнем углу схемы расположено обозначение для данной модели. При всем желании, изучая схему, присутствующий в обозначениях столбик с 1 накидом я не нашла. Поэтому в дальнейшем для упрощения объяснения столбик с 2 накидами буду называть столбик. Для перехода на второй ряд по схеме нужно выполнить 5 воздушных петель, затем 3 столбика, 3 воздушные петли, 3 столбика. Вывязываем 5 воздушных петель. Делаем 2 накида и выполняем первый столбик, устанавливая его, заводя крючок под цепочку из 3 петель предыдущего ряда. 1, 2, 3. Двойной накид, второй столбик в то же место. 1, 2, 3. Двойной накид, третий столбик туда же. 1, 2, 3. Цепочка из 3 воздушных петель. 1, 2, 3 и еще 3 столбика устанавливаем в промежуток между фрагментами из 3 столбиков предыдущего ряда. Первый столбик, двойной накид, второй столбик в то же место. 1, 2, 3. Двойной накид, третий столбик туда же. 1, 2, 3. Продолжим вывязывать второй ряд. 4 воздушные петли, 13 столбиков, 4 воздушные. 1, 2, 3, 4 воздушные. 13 столбиков установим, помещая крючок под цепочку из 12 воздушных петель. Первый, второй, третий, четвертый и так дальше. Всего 13. 1, 2, 3, 4 воздушные. Далее по схеме 3 столбика, 3 воздушные петли, 3 столбика. Столбики устанавливаем так же, как и в начале ряда, в промежуток между 2 группами из 3 столбиков предыдущего ряда, под цепочку из 3 воздушных петель. Первый столбик, двойной накид, второй столбик в то же место. 1, 2, 3. Двойной накид, третий столбик туда же. 1, 2, 3. Цепочка из 3 воздушных петель и еще 3 столбика устанавливаем в промежуток между фрагментами из 3 столбиков предыдущего ряда. Первый, 2 накида. 1, 2, 3, второй. 2 накида. 1, 2, 3, третий столбик. Мы вывязали половину второго ряда. 5 воздушных петель переведут нас на вторую сторону изделия. Провяжем ее точно так же, как и первую. Смотрим схему. 6 столбиков, разделенных поровну цепочкой из 3 воздушных петель, 4 воздушные, 13 столбиков, 4 воздушные, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика. Вывязываем 3 столбика, двойной накид, первый столбик, двойной накид, второй столбик, двойной накид, третий столбик, 1, 2, 3 воздушные и еще 3 столбика. 4 воздушные, 2 накида, заводим крючок под цепочку из 12 воздушных петель, выполним 13 столбиков, обвязывая цепочку. 1, 2, 3, 4 воздушные петли, 3 столбика, 1, 2, 3, цепочка из 3 воздушных петель, 1, 2, 3 столбика.
у нас получаются два симметричных фрагмента, расположенных в зеркальном отображении относительно петельки держателя. Этот принцип сохранится до завершения работы. Читаем третий ряд. 5 воздушных петель, 6 столбиков, разделенных пополам цепочкой из 3 воздушных петель, 4 воздушные, 13 столбиков с 2 воздушными петлями между ними, 4 воздушные петли, 6 столбиков, разделенных цепочкой, 5 воздушных петель, 3 столбика, 1, 2, 3, 3 воздушные петли, 3 столбика, 1, 2, 3. Цепочка из 4 воздушных петель, двойной накид и устанавливаем столбик в верхнюю часть первого столбика предыдущего ряда. 1, 2, 3. 2 воздушные, 2 накида. Провязываем следующий столбик над вторым столбиком. 1, 2, 3. 2 воздушные, столбик. Вывяжем 13 столбиков, перемежая промежутки между ними цепочками из 2 воздушных петель. 4 воздушные петли и завершаем половину ряда 6 столбиками, разделенными поровну цепочкой из 3 воздушных петель и установленными под цепочку нижнего ряда. Раппорт закончен. Раппорт – это повторяющийся фрагмент рисунка вязания. Начиная с 5 воздушных петель, повторим его еще один раз. В дальнейшем будем рассматривать одну сторону клубнички, так как вторая абсолютно идентична. Временная шкала ролика разбита на отрезки с обозначениями рядов для удобного поиска нужного фрагмента. Визуально оценив симметрию, убедимся в правильности выполнения. В 4 ряду поменяем нить на красную. 4 ряд. 5 воздушных петель, 3 столбика, 3 воздушные петли, 3 столбика, 4 воздушные петли, 11 цепочек из 3 воздушных петель, прикрепленных столбиками без накида, 4 воздушные петли, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика. Раппорт закончен. Для перехода на 4 ряд нитью красного цвета вывяжем 5 воздушных петель. 3 столбика, 3 воздушные и 3 столбика, как всегда, выполняем в промежуток между столбиками предыдущего ряда под цепочку из 3 воздушных петель. 4 воздушные петли и устанавливаем столбик без накида в промежуток между первым и вторым столбиками предыдущего ряда. 3 воздушные петли, прикрепляемся столбиком без накида в следующий промежуток между столбиками. Снова 3 воздушные и столбик без накида в следующий промежуток. 3 воздушные, столбик без накида. 3 воздушные, столбик без накида. Всего должно быть 12 столбиков без накида и 11 цепочек из 3 воздушных петель. Затем 4 воздушные, 3 столбика, 3 воздушные петли, 3 столбика. Раппорт 4 ряда закончен. Повтор раппорта начинается с 5 воздушных петель. Наше изделие вяжется сразу двойным и на данном этапе выглядит вот так. Вывяжем вторую сторону клубнички, заканчивая 4 ряд. 3 столбика, 3 воздушные петли, 3 столбика, 4 воздушные петли, 11 цепочек из 3 воздушных петель, 4 воздушные петли, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика. Свяжем двойным узелком кончики соединенных нитей и разведем, закрепляя каждый на свою цветную территорию. Читаем схему 5 ряда. 5 воздушных петель, 3 столбика, 3 воздушные петли, 3 столбика, 4 воздушные, 10 арочек, прикрепленных столбиками без накида, 4 воздушные, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика. Начиная с 5 ряда рисунок вязания повторяется как с одной, так и с другой стороны, за исключением арочек из 3 воздушных петель. Их количество будет уменьшаться с каждым рядом на одну. Боковые рисунки, образующие узорные дорожки и промежуточные цепочки между ними из воздушных петель будут вывязываться без изменений. Выполняем раппорт 5 ряда. 5 воздушных петель для перехода на следующий ряд. Вывязываем 3 столбика. Двойной накид, первый столбик, двойной накид, второй,
двойной накид, третий столбик, 3 воздушные и 3 столбика. Мы их провязали в промежуток мотива предыдущего ряда, продолжая узорную дорожку. 4 воздушные петли и столбик без накида, заводя крючок под первую арочку. 1, 2, 3 воздушные, столбик без накида под вторую арочку. 3 воздушные петли, столбик без накида под третью арочку и так дальше. Арочек в пятом ряду должно получиться 10, а столбиков без накида 11. 4 воздушные петли, 3 столбика, 3 воздушные петли и 3 столбика в один промежуток, сохраняя узорную дорожку. 5 воздушных петель и продолжим вывязывать пятый ряд, повторяя раппорт. Сложенная пополам, наша заготовочка выглядит вот так. Продолжим вязать по аналогии, уменьшая количество арочек в каждом ряду на 1 до 14 ряда. 15 ряд. 5 воздушных петель, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика. 4 воздушные петли, столбик без накида в арочку. 4 воздушные петли, 3 столбика, 3 воздушные и 3 столбика в нижний промежуток. Повторяем раппорт, начиная с 5 воздушных петель до конца ряда. 16 ряд. 5 воздушных петель, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика. 3 столбика, 3 воздушные и 3 столбика. 5 воздушных, 3 столбика в нижний промежуток, 3 воздушные и еще 3 столбика, сохраняя узорную дорожку. Тут же 3 столбика в нижний промежуток, 3 воздушные и 3 столбика. 5 воздушных петель, продолжаем 16 ряд, переходя на другую сторону. 17 ряд. 5 воздушных петель, 3 столбика и 3 столбика. 5 воздушных петель, 3 столбика в нижний промежуток правой узорной дорожки. Двойной накид и провязываем 3 столбика в нижний промежуток левой узорной дорожки. 18 ряд будет завершающим. Вывяжем 5 воздушных петель, 3 столбика в промежуток между двумя пучками столбиков предыдущего ряда и еще 3 столбика в промежуток между следующими пучками. Такое завершение будет достаточно органичным. На этом и закончим. Протянем финальную петельку, обрежем нить, спрячем ее с изнанки. Вот что у нас получилось. Вяжите, милые пустячки, чтобы делать приятности своим близким или просто для удовольствия и душевного равновесия.